Всем привет! Начать рубрику «Библиотека» мне бы хотелось книги Карлоса Кастанеды «Учение Дона Хуана. Путь знания индейцев Яки». Эта книга, написанная аж в 1968 году, была первой эзотерической книгой, прочитанной мной. Можно сказать, что с нее начался мой интерес в области непознанного. Если вы уже подписались на канал, молодцы, если нет, то сейчас самое время. Жмакайте подписку и колокольчик, а я пока продолжу. Кастанеда сам американец, и написание серии книг, посвященных опыту его обучения у индейца Дона Хуана, пришлось на период расцвета движения хиппи и пристального внимания к психоделическим препаратам. В частности, к псилоцибиновым грибам, в отношении которых в тот период ходили весьма интересные слухи, что якобы растения, содержащие мескалин, способствуют духовному развитию и чуть ли не просветлению у пользователя. Карлос Кастанеда, являющийся до знакомства с Доном Хуаном доктором философии по антропологии и этнографом, отправляется в глубинку Мексики, в зону проживания народа Яки, с целью исследования того, как местные используют гриб пейот. Насколько я понимаю, содержание мескалина в пейоте в районе 30%. Для сравнения, наши родные мухоморы содержат в районе 0,02% псилоцибина. Так вот, с этим вопросом Кастанеда начинает приставать к местным. И они выводят его на одного шамана, который якобы может рассказать Карлосу то, что он хочет. С этого начинается период длительного обучения Кастанеды у этого незаурядного шамана. Не буду пересказывать все 10 с лишним книг, просто скажу, что опыт, описываемый в данных книгах, только в первой половине первой книги касается психоделических растений. Дальнейшее развитие Карлоса как мага в их терминологии человека знания происходило уже без химического вмешательства. Однако первичный опыт был получен при помощи пейота, это да. Дон Хуан Матус. Можно назвать его главным героем данной книги. Шаман, маг и наследник древнего народа тольтеков, по описаниям Дона Хуана, являющихся цивилизацией магов, покинувших наше измерение вследствие высокого развития сознания. Вокруг личностей Дона Хуана и Карлоса Кастанеды всегда ходит огромное количество споров. Существовал ли Дон Хуан на самом деле? Реально ли техники, описываемые в его книгах, или нет? Само повествование выстраивается таким образом, что невольно вспоминаются диалоги Платона, что тоже поднимает много вопросов по поводу истинности написанного. Но у меня нет желания или цели разводить здесь полемику на этот счет. Могу только описать свое личное мнение от прочтения книг. Изначально, при первом прочтении и на текущий момент, с учетом того тонкого материального опыта, который у меня уже есть. При первом прочтении я, признаюсь, прочитала только половину книги. Мне показалось это дичайшей мутью, бросила. Через полмесяца снова натолкнулась на фамилию Кастанеда на одном из эзотерических форумов. Там прозвучало мнение, что на опыт, описанных в книгах, можно опираться при саморазвитии. Снова взяла книгу. Немного изменила восприятие, чтобы воспринимать текст как автобиографию, а не как фантастику или фэнтези, к которой я пристрастилась на тот момент. И вот после этого я уже спокойно перевалила через середину книги и залпом проглотила еще 2 тома. Подобные вещи лучше читать не отрываясь и не переключаясь на другие книги. Мир, описанный автором, и ощущения, образы, возникающие при прочтении, могут оказать очень сильное влияние на сознание и личность, но при условии, что вы не будете их разбавлять чем-либо другим, в том числе и моим мнением тоже. Впоследствии я посоветовала эту книгу еще 5 людям. 3 на данный момент являются магами в разных традициях, что о многом говорит. Эти книги хороший старт. Если смотреть на эти книги с позиции сегодняшнего моего опыта, то могу сказать, что техники, описываемые там, соответствуют аркану Шут, техникам аркана Шут. Это раз. Второе, речь идет об исследовании миров, параллельных нашему, в том числе и миров хаоса. Прежде всего исследуется наш мир и то, что находится за гранью восприятия сознания обычных людей, но потом исследуются и параллели.
Также по стихийности. Описание идет с позиции стихии огня, текущее время. Это значит никакой кармы или воплощений. В текущем моменте их не существует. Это такой путь мага огня. Прочтение книг хорошо смещает сознание, добавляя ему воздушности и подвижности. Само учение, безусловно, более доступно на Земле, о которой идет речь, в Мексике. Однако, само восприятие мира универсально и, безусловно, магично. В следующем месяце я познакомлю вас с книгой-аналогом, с учением одного шамана русского севера. Там описывается схожее восприятие мира, но на Земле более понятный для постсоветского пространства. Соответственно, синхронизация выше. Да и психоделических веществ там нет вообще. Отдельно хотелось бы упомянуть такого товарища, как Теренс Маккенна. Я не буду делать отдельное видео по нему. На YouTube есть замечательные лекции данного автора, записанные еще в 70-х годах. К примеру, семинар Теренса Маккенны в Лос-Анджелесском обществе Карла Юнга на тему «Священные растения как проводники». Как вы уже поняли, этот ученый очень плотно изучал именно психоделические растения. Но ему не так повезло, своего Дона Хуана он не встретил. И как следствие, его жизнь оказалась до самого конца переплетена с потреблением псилоцибина. Почему хотелось бы его упомянуть? Да потому, что какой бы сильной ни была личность и сознание, постоянное употребление психоделических веществ внутрь, причем бесконтрольное, разрушает сознание носителя. Происходит порабощение человека эгрегором вида данного растения. Для наблюдающего со стороны мага такие люди интересны тем, что они становятся проводниками воли растения. То есть человека там нет. Есть голос растения и все. Про химические психоделики речи не идет. Там даже для наблюдения ничего интересного нет. И все же книги Карлоса Кастанеды были и есть наиболее сильными в магическом плане. Благодаря своей распространенности и хорошему слогу, хоть и не самому легкому, эти книги разлетелись по всему миру и являются сокровищем для людей, ищущих ответы о скрытом. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Ставьте лайки, жмакайте подписку и колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, оставляйте комментарии. Как вы относитесь к психоделикам и слышали ли вы о популярной нынче айаваске? Читали ли вы Кастанеду и как относитесь к опыту, описанному в книгах? Что важнее, реальный опыт или вера? Пишите ниже и до встречи в следующем видео. Пока-пока!